Какая работа производится при сжатии рессор железнодорожного вагона на 3 см, если для сжатия рессор на 1 см требуется сила 98 кН, сжатие рессор на 3 см и при сжатии рессор на 1 см требуется сила 98 кН. Спрашивается, какая работа производится. Так нам известно о том, что при сжатии рессор на 1 см требуется сила 98 кН. При этом можем определить коэффициент жесткости рессора. В данном случае он определяется из выражения F равно K дельта L1. Отсюда коэффициент жесткости будет равен KF делить на дельта L1. Это будет коэффициент жесткости рессора. А теперь, если мы сжимаем рессору на расстоянии 3 см, то энергия, которая при этом необходима, будет выражаться формулой K дельта L2 в квадрате. Или формула известна, можно для того, чтобы еще раз ее уточнить, посмотреть файл 005-007. Там объясняется, почему именно дельта L квадратно. Так подставляем значение. Все теперь у нас известно. Энергия, которая необходима для того, чтобы сжать эту рессору, она будет равна чему? Она будет равна на работе. Работа будет равна. Вот эта энергия равна K подставляем F делить на дельта L1 умножить на дельта L2 в квадрате и делить на. Теперь останется только подставить все эти значения. Получаем большую дробь. F – это 98 кН. Можно сразу написать 10 в третьей степени ньютонов умножить на дельта L2 в квадрате. Дельта L2 в квадрате – это 3 сантиметра в квадрате. Дельта L1 – 1 сантиметр умножить на 2. Теперь давайте будем разбираться. С учетом того, что тут несистемные единицы есть длины, которые с ньютоном никак они не гармонируют, нужно все это перевести для того, чтобы перевести в системные единицы. 1 сантиметр – это получается метр, деленный на 100. 98 на 10 третий ньютона так остается. Умножить, скобочку напишем 3, а здесь напишем метр делить на 100. И все это будет в квадрате. В знаменателе 1 сантиметр – это метр делить на 100 и умножить на 2. Давайте дальше будем продолжать. 98 на 10 третий ньютонов умножить, отдельно умножим эти множители, умножить на 9, метр квадратный делится на 100 в квадрате, и делить на что? Делить на метр, что делится на 100, и умножено на 2. Равно. Перейдем сюда. Специально делаю такие медленные последовательные преобразования для того, чтобы чего не потерять и заодно набить практику. Хоть оно и длинно, но во всяком случае для тех, кто начинает работать с этими задачами, изучает физику, будет полезно для того, чтобы ничего из этих обозначений, размеров не потерять. Так будет равно 98 на 10 третий ньютонов умножить на 9. Метры квадратные будут наверху числители, а вот 100 в квадрате пойдет вниз. Разобрались. Есть числители знаменатель, что будет метры умножить на метры, а вот эта сотня пошла наверх. Вот она. И умножить еще на 2. Смотрите, эту сотню и вот здесь вот можем сократить. И вот этот метр с квадратом, и вот этот метр можно сократить. Что мы получили сверху? Ньютон умножить на метр. Это получили значение джоуля и разделить на 100. Уже так более-менее. 98 умножить на 10 третий, умножить на 9. Останется ньютон на метр и разделить на 100. Тут еще можно сократить. Тут 10 третий это 100. Оставится десяточка, получается 98. Ту двойку еще запишем. Вот это остается 98 умножить на 9, умножить на 10, ньютон на метр и делить на 2. Мы получаем 4410 джоулей. Такая работа должна быть выполнена для того, чтобы сжать рессор на 3 см. Для этого мы определили коэффициент жесткости рессора. Потом последовательно все это посчитали. А равно 4410 джоулей.